Всем привет! Вы на канале Готовим с Оксаной Пашко. Сегодня приготовим овощные лепешки в духовке. Готовятся легко и отлично подходят для легкого перекуса. Также такие лепешки хорошо подойдут к супу или борщу. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала подготовим все ингредиенты. 100 грамм шпината шинкуем ножом. Одну луковицу нарезаем четверть кольцами. Один сладкий перец нарезаем небольшими брусочками. Одну морковку трем на крупной терке. 4 картофелины среднего размера тоже трем на крупной терке. В миску насыпаем тертый картофель, шпинат, подготовленный перец, лук и морковь. Все перемешиваем. В отдельную миску разбиваем 4 яйца. Наливаем 4 столовых ложки молока, 4 столовых ложки растительного масла. Насыпаем примерно половину столовой ложки соли. Перчим черным молотым перцем. Все перемешиваем венчиком. Сюда же насыпаем 4 столовых ложки муки с горкой и 1 чайную ложку разрыхлителя. Все хорошо перемешиваем. Приготовленную заливку выливаем на овощи. Все перемешиваем. Полученную массу выкладываем на противень, застеленный пергаментной бумагой. Распределяем по противню равномерным слоем. Еще больше разных вариантов лепешек смотрите у меня на канале по ссылке на экране или в описании под видео. Противень ставим в духовку, разогретую до 180 градусов, запекаем 20 минут. Пока запекаются овощи, 50 грамм сыра трем на крупной терке. Прошло 20 минут. Лепешку вынимаем из духовки, посыпаем тертым сыром. Сверху посыпаем кунжутом. Опять все ставим в духовку запекаться примерно на 15 минут. Ориентируйтесь по готовности блюда. Готовую лепешку достаем из духовки и нарезаем порционными кусками. Овощная лепешка в духовке получилась очень вкусной и ароматной. Она вкусная как в горячем, так и в холодном виде. Такую лепешку можно подавать как самостоятельное блюдо для перекуса и в качестве дополнения к супу или борщу. Готовится она просто и получается всегда. Если вам понравился рецепт такой овощной лепешки, то обязательно ставьте лайк и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.